инстинкт сексуальности неразделимо связан с такой зоной в нашем теле, которая называется зона области личности, которая, в принципе, и отвечает за то, как ты себя будешь подавать в обществе для других людей. А это зависит от того, что у тебя будет вот в этой зоне, зоны области личности. Давайте сразу же поговорим, почему я решил вдруг, что вот это зона области личности. Почему не на пятке, не на руке или не на голове? А потому что, смотрите, ребята, то есть, когда вы находитесь в комфортной ситуации для себя, когда вам кайфово, в кругу друзей, в кругу близких, то вы как бы вот просто вот так вот сидите, вам удобно, вытащили эту зону, она в безопасности, все классно. А когда получается вам дискомфортно, когда вы вот под каким-то прессингом, когда вас ставят в неприятную ситуацию, то вы норовите как бы сделать вот так, закрыться. А как я вам уже говорил, что все психоэмоциональные рефлексы, то есть это те движения, которые мы делаем неосознанно, они направлены на то, чтобы взаимодействовать и запускать биохимию, запускать реакции, запускать мысли. Потому что мысли лишь конечное звено вот твоего поведения. Получается, ты почувствовал себя дискомфортно, нехорошо тебе, ты закрылся. И видишь, что ты сделал? Ты руками закрыл именно вот эту область. То есть таким образом ты как бы даешь понять человеку, что мне нехорошо, я тебя не впускаю, я тебя не слушаю, я закрыт, я себя сейчас не проявляю, я сейчас не обаятельный, я сейчас не сексуальный. То есть меня как будто здесь нету, я как будто все, недоступен. И вот проблема в том, что когда человек делает вот так вот сознательно, то есть в ситуации, это окей, на то нам и даны руки и вот эти рефлексы. Но когда человек длительное время, например, в детстве, жил против своей души, жил в обстоятельствах, которые были ему чужеродны, то есть вот он высокочувствительный человек, тонкокожий человек, а вокруг его не понимают, вокруг его давят, родители, школа, учителя, то он, получается, закрывается как бы. И то есть ему уже не нужны руки для того, чтобы сделать вот это. У него внутри, на самой ткани, на этом коконе, про который он говорил, там образуется как бы уплотнение, зажимается. То есть происходит вот примерно такое движение ткани. И то есть со временем здесь все превращается как в некое такое напряженное, сначала как древесину, а потом и вовсе как бетон. И уже вот это напряжение, вот этот зажим, который находится постоянно здесь, он уже тебе не дает быть собой. То есть ты хочешь, а не можешь. Потому что здесь, по сути, всегда скрещенные руки. И, по сути, всегда тебе как бы не хочется, плохо, нельзя, запрещено, стыдно. Также вот эта вот область под солнечным сплетением, она отвечает за такую, знаете, как кульминацию страха внутри нас. Мальчики, например, вспомнят, когда перед дракой, как перехватывает. Или, например, когда нужно подойти, познакомиться с девушкой, то есть аж тошнит, аж вот здесь. Девочки могут вспомнить какие-то экзамены или еще какие-то ситуации. То есть когда очень серьезный уровень стресса, то здесь вот прям как, знаете, как мутит, воротит. Потому что наше тело и наша психика очень близко переплетены. И таким образом те люди, а это касается, наверное, 95% из вас, то есть которые страдают стеснением, зажатостью, тревожностью, нахождением где-то не здесь, не сейчас, неполным пониманием и приниманием себя, то, что называется чуть пониженной самооценкой и так далее, вот связаны вот в этой всей области. То, что вам сегодня вот сейчас вот буду давать на этом занятии, это просто целевое. Это прям вот, знаете, это первый шаг к излечению вашей личности. То есть здесь не бывает каких-то отдельных моментов. То есть вся структура переплетена в единое целое. И я думал долго, что я могу вам дать, вот чтобы была максимальная ценность, чтобы вы максимально могли прочувствовать это все. Мне нужно дать вам пользу, объяснить, как это работает, объяснить почему, что, как. И поэтому вот я решил взять именно эту область, зону личности и диафрагму, потому что они вам позволят почувствовать здесь и сейчас комфортно, спокойно, открыто, по-другому. То есть вот проделаете и сразу же станет тут же хорошо. И вот я всегда ценю только те инструменты, в которых тут же хорошо. Мне не нравится вот это вот все, когда попаши сначала месяц вперед, потом надейся будет, а еще говорят, что откаты это тоже нормально, а еще говорят, что не всех сразу, кому-то нужно и год. Я в это не верю. Я верю в то, что либо ты делаешь и получаешь, либо ты делаешь не то, и тогда ты не получаешь. То есть это для меня единственный критерий истины. Вообще вот каждая зона нашего тела, каждый этаж, он чинится по-разному. То есть, например, грудь, которая вот первый этаж, он через любовь, через отогрев, через определенные техники, то есть там отдельная история, и причем отделяющаяся и для мальчиков, и для девочек. А вот второй этаж, который как раз мы сейчас и будем рассматривать с вами, то есть, получается, область личности, она же идет частично, затрагивая грудь, то есть это про некую
недолюбовь, недолюбленность, да некое непринятие. И второй этаж непосредственно, который про вранье себе, про предательство себя, про то, как вы под обстоятельствами давления как бы внешнего мира, там, друзей, знакомых, вот, социума, родителей, вы отказались от своей мечты, отказались от своего проявления. То есть, как вы одели какую-то маску, которая не есть вы. То есть, вы думаете, что вот вы это и есть такие, какие вот сейчас вы себя чувствуете, но на самом деле это некоторая такая уже адаптация вас к миру. То есть, очень часто я на практике вижу такое, что человек очень сильно отличается от того, кто он есть по-настоящему. То есть он надевает на себя цинизм, или агрессию, или гнев, или жертву. А это не он. По-настоящему он другой, классный, веселый, открытый. Думаешь, зачем ты себя так ведешь? Зачем ты себе это делаешь? Это же отталкивает, это же отпугивает. А он не может по-другому, вы не можете, ребята, по-другому. Вы просто, вы так автоматически, это как рефлекс включается, это как панцирь, защита. И вы сами можете в глубине потом подумать, когда уже пройдет, допустим, встреча или вот это все, и вы начнете, как обычно, задним числом раскручивать, блин, надо было сказать вот так, а повести себя вот так. То есть начинаете себя корить. То есть, не должно быть страданий, понимаете? Я не верю в этот путь через страдания, я верю в этот путь через рост. Рост, он бывает сложным, но он всегда как бы в позитив. А когда ты через какое-то самокопание, через какую-то психологию, в которой еще больше зарываешься, нет. То есть нельзя избавиться от чего-то, копаясь в чем-то. То есть когда у тебя дома прорвала канализация, от того, что ты бултыхаешься в этом, дом не становится свежее и чище. Убирать надо, убирать, вывозить это все. Но это невозможно без удаления из тела. И вот поэтому, как я вам и говорил, что этаж между недолюбленностью и вранья себе, и, соответственно, подход к этому должен быть своеобразной техники. Не так, как, например, на сексуальности, и не так, как на груди. И каждый из наших этажей я прорабатываю определенным методом, понимаете? Нет универсальной формулы, когда ты, например, там либо так, либо сяк, либо третье, десятое. То есть каждая со своей какой-то психоформой, психоустановкой, определенной мысли. Где-то нужно встать перед зеркалом, смотреть в глаза, где-то нужно, наоборот, лечь, уйти в себя, где-то нужно вот такую мысль, где-то такую установку мне можно. Это все, это искусство, понимаете? Этому я жизнь отдал, 10 лет этому отдал. И поэтому, конечно, когда мне люди говорят, а вот как мне тут, а как мне там, это в каком-то степени невежество, потому что тяжело и невозможно вам дать, придите, не знаю, к актеру профессиональному, да, и скажите, вот как мне это? Надо же как бы немножко туда вот войти, в это чуть-чуть вот погрузиться, немножко отдаться, хотеть, гореть. Это отдельная история, очень простая, доступная для каждого, гениальная, инновационная, но требующая вашего искреннего желания, искреннего погружения. Вот я за это, ребята, просто слушайте вот каждое слово, которое я вам говорю, пропускайте через себя. Ни в коем случае не такого рода, что давай уже заканчивай, когда мы уже перейдем к практике. С таким подходом у тебя не заработает, потому что наше сознание, которое является осознанной частью, и наше подсознание, они как бы связаны одним мостиком. И если сознание не имеет файлов и понимания, как это работает, оно ставит крышку люка, закрывает подсознание. И подсознание хочет вырваться, не может. И получается дисбаланс, потому что ты должен понимать это, почему, и должен снимать это, убирать. И тогда получается вот это, знаете, как в фильме «Пятый элемент», когда недостающее звено ставим, и такой пошла энергия. То есть я не просто так вот это все рассказываю от того, что мне просто хочется поболтать, а потому что у меня за плечами тысячи людей, я со звездами работаю, я знаю, понимаешь, я уже все возможные комбинации возрастов, полов, сексуальной ориентации, каких-то травм, психотравм, я все это видел, я знаю, как с каждым элементом взаимодействовать. Я вывел ту систему, на которой у какого-то человека и жизни не хватит, чтобы это все сделать. Тут нет случайностей. Тут нету запутанностей, но и нет случайностей. Все как в ювелирном деле. И поэтому давайте, ребята, прямо сейчас вот с этим настроем серьезным сконцентрируйтесь, уделите внимание и давайте перейдем к практике. Итак, друзья, смотрите, нас интересует вот эта область личности. То есть, вот я сейчас втяну воздух в себя, и вы увидите вот то, что я называю ложечка. Видите, вот эта вот область под ложечкой, то есть солнечное сплетение, вот примерно вот такой вот радиус. Вот эта вот область личности, она может быть в зависимости от того, какая степень у вас зажима, она может быть выражена 3 степенями сложности. На первом уровне это как некая, знаете, такая как резина твердая, то есть вы пальцами пробуете давить,
А она, вот знаете, как бы вроде прогибается, пальцы туда заходят, но вот оно такое, знаете, немножко с напряжением. Вот это вот самый первый легкая степень зажима. На втором уровне, со временем, когда вот вас давит, закрывает, зажимы все больше порабощают, оно превращается уже на уровень так называемого деревянный уровень. То есть туда уже пальцы засунуть, туда будет нереально. Вот примерно вот как бы вот так вот будет. Чуть-чуть прогибаться, но будет встречать сильное сопротивление. И потом финальный, самый сильный уровень зажима, это когда прям каменный, бетонный. То есть это вот буквально, условно говоря, как будто вы постоянно вот так вот в напряженном прессе, и вы нажимаете туда, а оно не заходит нисколько, потому что оно все вот так вот, что давишь, что не давишь. Вот это вот уже совершенно самая сильная степень зажима, когда уже начинается там и тревожность, и различные там стеснения, фобии и так далее, и так далее, и так далее. То есть наша задача привести это все от того уровня, который у вас есть, в сторону мягкого, податливого. Перво-наперво, конечно, это нужно всегда делать на голодный желудок. То есть ни в коем случае не переевший, там, поел и сразу же пошел делать. Желательно я рекомендую это делать прям по утру. Ну, или, по крайней мере, чтобы между интервалами еды было часа 2. Поэтому мы будем делать так, чтобы вы прямо сейчас, без подготовки, могли в рамках того, чем вот вы владеете руками, пальцами, я вам покажу и научу в рамках того, что у вас есть, без подготовки, без ничего, без какого-то образования, только исключительно на знание русского языка и вот этого вот видео, и моей концепции. Вы сейчас увидите, как вы можете разблокировать, сильно улучшить ситуацию с вашей областью личности. Какие варианты мы можем использовать? Перво-наперво, у нас здесь, допустим, все тяжело. Вот плита бетонная или вот такое деревянное, то есть сильный зажим. Что мы можем делать? Перво-наперво, ляжьте, как бы, чтобы вам было удобно, ножки в коленках желательно подогнуть. И вот как бы с чего бы я начал, если бы был новичок, вот сильно зажимный и только-только начал. Я бы начал с легкого, вот у вас есть пальцы, легким, буквально вот так вот как бы нажатием пальцами. То есть, смотрите, не то, чтобы, вот, знаете, как бы можно давить вот так вот пальцем туда, чтобы как будто хочу продавить туда, как проткнуть кинжалом. Мы так не делаем. Мы как бы вот упираемся сюда и вот как бы вот так, да, как бы неким таким продавливанием упираемся в стенку и пытаемся ее такую легкую вибрацию дать. То есть, видите, вот эта вот область личности, вот это пальцы. Мы ставим их сюда, оно как бы напрягается, и мы вот как бы такие круговые движения чуть-чуть пытаемся делать, как будто вот пробурить, как будто как червячок хочет пробурить, вот туда, вот так вот немножечко туда. Вот эту вот единую такую стену, конструкцию, мы пытаемся ее как бы немножко вот расслабить, ослабить. То есть вот на практике это будет выглядеть вот так вот. Вот мы как бы берем, вот оно здесь. Я вот так вот пальцами, одной стороной могу вот так вот немножечко даже натянуть, да, чтобы как бы вот натяжение было. А другой вот прям вот так вот пытаюсь, видите, что делаю? То есть я не давлю пальцами вот так вперед, чтобы у меня тошнота была сразу же. Нет, то есть я больше давлю на уровень вот этого вот поверхностного натяжения. То есть я в сторону чуть-чуть отвел. И вот. Получается, вдохнул, как бы выдохнул, и особо так вот не дышишь. И вот так вот пытаешься что-то вот как растянуть, понимаешь? Можно вот так вот немножко вот втянул как бы в себя. Вот, видишь, что я делаю? То есть как бы пальцем пытаюсь вот так вот. Как, допустим, даже можно вот одной стороной в одну сторону, как бы другой в другую, в некотором степени. И вот как бы так вот пытаться чуть растягивать. Видишь? Нужно вот так вот делать. Это как один из подходов, самый такой на первом этапе, я бы начал вот с этого, когда у вас прям совсем все плохо, только начали, и вот с этого бы начал. На втором этапе, что бы я сделал? На втором этапе я бы взял бы, вот представил бы, что мои пальцы и мои ладони, это как раскаленное что-то такое железо, вот знаете, это раскаленное, прям кипяток. А вот эта область, это как некое масло, маргарин, ну, то есть такое вот сливочное масло. И вот представьте, когда мы что-то раскаленное ложим в масло, происходит такой эффект как бы продавливания и расплавливания, да, то есть растекания. Вот то же самое, с такой же мыслью, с такой установкой в голове. Подойдите вот сюда, вот руки поставьте, глаза закройте, полностью расслабьтесь, полностью. Расслабились. И вот представьте, попробуйте поймать вот эту волну, где ваши пальцы, они как бы физически, да, давят, но не сильно, а больше они как бы вот ментально, потому что они являются вот этим вот раскаленным металлом, и они туда как бы топят, как входят, понимаешь? То есть попробуй уловить вот этот вот момент, когда ты
даже не на самом пальце концентрируешься, не над это, а вот как бы ты в моменте пытаешься слиться вот этими своими пальцами, ты пытаешься слиться с этим участком тела. Ты не думаешь о пальце, ты не думаешь о силе, ты не думаешь об этом. Ты просто вот допускаешь вот эту вот мысль, что твои пальцы раскаленный металл, они проваливаются в масло, а ты пытаешься как бы наоборот в моменте раствориться и просто почувствовать, как твои пальцы уже оказались внутри живота, как стали единым целым. Вот, я, допустим, поймал этот момент. Когда вы поймали, то есть оно прям само как бы туда заходит, как растекается. И вот этот вот напряжение, зажим в области личности, он такой как тает. И вы его... То есть получается, тут в каком-то смысле даже не палец воздействует на ткань, а ткань с пальцем становится единым целым, и ты уже тканью напрямую работаешь, напрямую распрямляешь. Это вот такой вот второй момент. Можно еще сделать под разновидность вот этой вот техники, когда ты берешь свою ладонь, также ставишь сюда, и я даже еще люблю вот так вот этой второй тоже. И как бы не давишь, а так же самое, вот как представить, как некоторое, вот такой тоже раскаленный лист, и вот он туда. Знаете, как какой-то УЗИ, когда делаете, вот такие как лучи, такие локатор, да, такой идет. Вот представьте, что от ваших рук тоже идет в некоторой степени такой локатор. Вы сливаетесь с областью личности, и вы туда как бы своей энергией, своей любовью, своей вот это вот принятием, защитой, защищенностью, вы туда воздействуете. То есть с мыслями, что уже хватит вот этой тревоги, хватит вот этого насилия над собой. То есть с освобождением, с любовью, понимаешь? То есть ты не думаешь в голове там о мыслях, ты не думаешь о дыхании, ты пытаешься просто поймать этот момент какого-то вот единства, какого-то успокоения, какого-то вот этой вот любви. Ты просто ловишь и туда вот твои руки. И ты дальше можешь даже спонтанно, вот, например, я вам до этого показал, ты поделал так немножко, потом опять перешел вот сюда, да, и начинаешь пальчиками. То есть это такой ненасильственный способ, он более медленный, он может быть не такой эффективный, но он подойдет просто 100 из 100 людям. А здесь я сейчас, знаешь, как бы стараюсь дать вам те техники, которые прежде всего никогда не навредят вам, понимаете, да? То есть у меня здесь приоритет такой, чтобы любой новичок с нуля подошел и сделал. Пусть это не самое эффективное, но здесь, по крайней мере, вы точно обеспечены, то, что это безопасно, это все хорошо, это улучшает. Просто чуть-чуть по времени это придется делать дольше. Вот, пальчиками так проделываем. И оно, знаете, кайф, поймайте этот кайф. У вас должно быть, если вы это делаете все правильно, то у вас ощущение вот прихождения жизни сюда, как бы крови, мягкости, вам должно быть хорошо. У вас могут течь слезы, вы можете хотеть зевать, у вас общее состояние, как бы скорость жизни замедляется, вам в моменте становится хорошо, в моменте становится кайфно, у вас могут быть мурашки, у вас может быть какие-то, наоборот, слезы, обиды, вы можете расплакаться, вы можете рассмеяться, то есть таким образом будут выходить какие-то вот эти эмоции зажатой боли. Ведь это ж не просто, понимаете, зажим, это не физически, поймите, это не просто вот какое-то напряжение тканей физически. Откуда взялось вот это напряжение, которое переросло в зажим? Это ваша боль психоэмоциональная, это ваша боль, ваш опыт, то, что вот в тот момент как бы оно перевысило то, что вы могли выдержать. Из этого оно прям аж вот так вот сжало, скомкало, понимаете? И теперь оно из состояния мысли, из состояния зажатого импульса боли, оно перешло в состояние напряженных тканей. Но не забывайте, что это как бы это все та же боль, вся та же мысль, просто теперь оно в теле. И поэтому, когда вы будете это расковывать обратно, то у вас, соответственно, таким образом будет и раскрываться эмоции в обратку. То есть у вас будет всплывать вот эта обида, эта боль, это может какая-то несправедливость, это ощущение желания расплакаться, ощущение себя, может быть, каким-то слабым, какие-то мысли, флешбеки, то, что с вами происходило, это все принимайте, это все отпускайте. Четко осознавайте, что это путь к развитию, путь к освобождению, путь к тому, что наконец-таки стать свободным, настоящим человеком. То есть все, что с вами сейчас происходит, это благость. Тут не бывает какого-то плохого сценария. Это все правильные, классные сценарии высвобождения, освобождения от зажимов. Еще, друзья, есть способ, который подойдет уже к людям, которые более готовы немножечко пострадать, немножечко выложиться, которые готовы встретить врага в лицо, встретить эту боль, но получить результат еще сильнее, быстрее и глубже.
То есть, скажем так, первый способ это был такой ненасильственный, такой медленный, размеренный, но при этом, как бы, знаешь, вода камень точит. Она потихоньку, но ты к своему результату придешь. А есть вторые просто такие люди, как я, люди огня, искры. Они не любят вот это вот потихоньку, помаленьку. Я никогда не пасовал перед сложностями в этой жизни. Я всегда, то есть вот вопреки, это метод самурая, знаешь, будь что будет, пошел, разорвал. Вот это ближе моему как менталитету, моему подходу. И поэтому как бы есть второй способ, более такой через боль. Он заключается в чем? Для начала нам нужно будет понять, что есть такая разница большая между щипком и выщипыванием. Вот смотри, щипок. Что такое щипок? Например, вот это щипок. То есть, когда ты сверху ставишь на ткань и пытаешься что-то вот так отснять. Вот это щипок. То есть, это когда ты погружаешься в тело, хватаешь его и начинаешь как бы его как-то крутить, щипать. Вот это называется щипок. А выщипывание, это вот из самого слова выщипывание, то есть противоположное, это не вниз, не сверху вниз, то есть не вот так вот выщипывание, а как бы снизу вверх. Вот, видишь? Вот что такое выщипывание. Это когда ты от ткани хватаешь как бы тонкий слой, маленький слой и вверх. И когда ты сделаешь, вот, например, на уровне области личности вот так вот несколько раз сразу подряд на одном месте, раз 10, то ты начинаешь чувствовать жгучую боль. То есть потому что это таким образом идет воздействие на фасцию, на ту тонкую пленку. Вот если у вас кожа, как у меня, тонкокожая такая, видите, вот беленькая, светлая, то у вас будут оставаться какие-то следы, синячки, кровоподтеки. Это нормально, это не то, что вы как бы разрушаетесь. Осознайте очень большую важную вещь, что боль, ее не существует. Боль – это твоя сигнализация, это твой союзник, показывающий тебе, чтобы ты не навредил себе. Например, ты жаришь яичницу, и ты забыл, что сковородка раскалена, и ты взялся за нее, и у тебя бы рука прожглась. Поэтому существует боль, которая говорит: так не делай. А когда ты здесь берешь сознательно, подходишь к вопросу, сознательно под инструкцией Александром, делаешь те вещи, которые тебя высвобождают, делают здоровее, психически, физически, они делают тебе лучше. Поэтому какая боль? Боль здесь как бы отсутствует. Это просто боль, это некоторая, понимаешь, это как эмоция, это как некоторый сигнал, и ее не существует объективно. То есть и можно сказать: окей, мне больно, и что теперь? Я знаю, что я делаю, и все. Вот я так всегда иду на боль. То есть это метод вот такого сильного взрослого человека. И таким образом, да, ты идешь, когда на боль, то есть ты выщипываешь, видишь? Каким образом? Пам, везде, левый, правый, вверхом, хоп-хоп. Пытаешься так, где-то сковырнуть, где-то немножко и щипком, вот так вот тоже промять. То есть немножко вот так вот скоростнее, так делаешь, вот так вот. То есть не так вот медленно, томно, там вот так вот проделываешь. Это один подход к делу. А другой, это наоборот, вот выщипывать резко. Видишь, со звуком таким, хлоп, хлоп, вот послушайте. То есть такой как бы щелчок пальцами, хлоп-хлоп, потому что ткань. И видите, вот какие-то малюсенькие есть микроподтеки. То есть, если вы думаете, что это как бы микроподтеки, потому что у Александра зажимы, то вы не видели, какие у Александра были микроподтеки. То есть, это была гематома сплошная. То есть, первый раз в жизни, когда я снял зажимы, это был просто адовый ад, ну, на вид, как будто бы, я не знаю, как будто меня просто избили 10 человек, и вот я там при смерти. Но посмотрите, какая у меня улыбка, какой я счастливый и радостный в этот момент, потому что на самом деле это освобождение. И я вам скажу больше, ребята. Вы просто на данный момент не совсем понимаете, как это работает. То есть у вас вот эти вот подтеки и все остальное происходит от того, что вот в этих тканях, вот в этой коже, там капиллярами, фасцией и так далее, там идет застой. То есть там крови нету, и когда ты в итоге воздействуешь, то есть оно хрупкое, оно ломается, лопается как бы. Из этого идут кровоподтеки. А потом со временем, когда оно наоборот заживает и становится крепким, беззажимным, то там уже нету вот этого эффекта подтеков. Нет этой боли, потому что боль не физическая, а психическая. И как только ты эту боль выпускаешь, соответственно, то у тебя в следующий раз уже как бы болеть нечего. И ты увидишь, что первый раз будет сильно больно, второй раз уже будет в 2 раза меньше, а третий раз на 90% меньше. Если бы это была бы боль, вызванная тем, что ты типа воздействуешь на ткани, то тогда бы такого эффекта не было. А был бы расклад такой, что каждый раз было бы больно одинаково. И поэтому, когда я говорю людям, что вы не понимаете, вам не должно быть больно нигде, тебя можно схватить везде с любой силой, и быть больно не должно, а болит из-за зажимов. А щекотка из-за зажимов. И все это из-за зажимов, понимаешь? Те области, которые ты такой, типа, да не трогай меня, не хочу. Это все зажимы.
зажимы, просто разной степени ужасности, то есть вплоть до паранойи, когда не трогайте меня, не люблю, массажи не люблю, сауну не люблю, это все не люблю, это лишь зажимы. Это очень глубоко, это зажимы настолько глубоко вошли в твою личность, что ты не знаешь, что ты любишь. Танцевать не люблю, а на самом деле зажим. Там, к девушкам там боюсь подойти, а на самом деле ты очень хочешь, просто зажим. И то есть многие вещи, вплоть до того, что ты думаешь, что ты затворник, любишь сидеть дома, а на самом деле ты балагур и душа компании. Просто у тебя все пошло наперекосяк в обратную сторону. И вот таким образом, как бы, мы вот этим вот методом жесткости можем воздействовать на эту область, проделывать ее. Можно даже проделать, то есть там будут какие-то синячки, гематомы, а потом пальцами, а потом вот так вот любовью заживить. То есть неважно, порядок этого вам как бы здесь не важен. Я вам дал инструменты для спонтанного, даже вот либо моим, как бы, может, последовательностью делать, либо в своем удобном темпе, в своем удобном понимании, как вот вам интуиция внутри, чуйка подсказывает. Потом касаемо того, как часто это нужно делать. Первый раз вы сделали, вот полчаса, например, вас хватило на полчаса, вы разбомбили, у вас тут все приопухло, болит. В следующий раз вы имеете право делать это только тогда, когда уже все заживет. То есть, например, через 3 дня или через неделю. То есть, когда не будет боли, когда ты сможешь обратно повторно. По больному нельзя делать. То есть, это такой тоже очень важный момент. То есть, нужно сделать буквально 2-3 раза, а после этого уже не нужно, нет смысла, а нужно снимать все зажимы, понимаешь? Потому что человек, он единым коконом фасциальным. Если ты сделаешь вот здесь до идеала, а у тебя другие части тела, как бы, наоборот, закрыты, зажаты, то может произойти даже дисбаланс, потому что ты, типа, здесь доводишь до идеала, а в других местах у тебя полный хаос, и тоже может быть от этого только какое-то, знаешь, плохое самочувствие. Поэтому ни в коем случае 2-3 раза это будет в идеальном, то есть ты будешь себя чувствовать отлично, но бомбить одну точку до бесконечности не надо, потому что оно будет возвращаться, потому что, например, тот же живот, он имеет свойство как единой зоны с областью личности, и оттуда, как бы, зажимы, если их не убрать, они будут переходить, потому что ты будешь себя на улице предавать, в поведении предавать, и у тебя будут вот возвращаться все эти моменты. А надо проделывать ноги, сексуальность, таз, все это проделывать, и тогда откатов быть не может, их просто физически не будет, понимаешь? Потому что откаты — это когда из одной области, которая еще вообще не проработана, зажимы как бы перетекают в область, которая освободилась. Поэтому ты можешь делать до бесконечности одну зону, но она будет возвращаться опять и опять, потому что нужно снять везде. Потому что тогда вся твоя конструкция, все твое тело, вся твоя психика примет как бы новый вид, в котором и физически ты будешь по-другому ходить, по-другому действовать, двигаться, и психологически ты будешь по-другому воспринимать этот мир. То есть ты больше не сможешь себя предавать, взгляд на другие вещи, другая личность, другая степень внутренней свободы. То есть это вообще ты сейчас и ты потом, это 2 разных личности, с разными вообще мыслями по этому миру, финансовому достатку, уважение со стороны других людей, харизмы. Все будет абсолютно, вот земля и небо, я вам клянусь, ребята. И вот когда с областью личности еще вот тоже мы проработали, облегчили, сняли вот это все первично, я рекомендую вам еще, можно даже вот в этот же, в принципе, подход, в этот же день делать следующее. То есть вот эта вот область личности, она вот здесь, а вот вдоль, вот если вот так вот сделаем, да, то видите, вот как бы идет вот такие вот реберная дуга вот здесь, вот они, такие как вот мешки вот эти вот. Короче, клетка грудная, вот вы сейчас увидите, я вставлю какую-то картинку, и вот по этому кантику, да, и вот здесь к ней, к этим костям крепится такой мешок, который называется диафрагма. Мы благодаря него дышим. Он как баян вот так вот открывается, закрывается, открывается, закрывается. И вот получается наша задача, вот пальцы должны быть вот идеально, видишь, как у меня заходят везде. То есть они у меня заходят, смотри, насколько. То есть я могу просто их туда затолкнуть, ты видишь, насколько? То есть они аж там теряются. То есть я могу себя вот так вот схватить. 90% людей так сделать не смогут, у них пальцы могут вообще вот так вот застрять и никуда глубже не идти. Потому что вот на этой диафрагме застревает вся наша именно тревожность, страх, стресс. То есть вот когда что-то происходит такое очень сильно пугающее, то у человека реакция вот такая, оп, зажаться. И в том числе первая зажимается диафрагма. А когда вот этот вот стресс и все это остальное в хронической степени, то есть оно прям не отпускает, то у человека вот так вот это все зажимается, и его вот так вот плечики идут вперед, все идет вперед, его как бы зажимает, понимаете? И теперь наша задача
вот диафрагму эту высвободить, то есть немножко отлепить вот этот спазм, зажатость от кости и сделать так, чтобы наши пальцы могли так же, как у меня, проходить вот по сих. Но для этого нужно чуть-чуть постараться, поработать плотненько. Это не сразу, не за один раз, то есть к этому нужно идти. Но даже после первого раза, как только вы сделаете, после первого же раза, у вас задышится по-другому, у вас отпустит, у вас ощущение того, что, блин, наконец-то я нашел то, что работает, наконец-то. Без всякого это такого, просто делаешь и получаешь эффективный, мощнейший результат. Поэтому что нужно делать, ребят? То есть всячески, примерно как здесь, только немножко видоизмененно. То есть, во-первых, да, вы можете как бы вот везде пытаться вот так вот все это, вот так вот себя чуть втянуть, и везде вот так вот пальцами пытаться немножко как бы продавливать, да, это все туда вот пальцы пытаться засунуть. Также к этому, наряду к этому, можно прощипывать, как я вам говорил. Только здесь щипают не вот так вот быстро, а больше, смотри, как щипают. То есть хватают вот кусок, вот так вот, например, схватили, да, и вот наоборот, его пытаются как бы вот так вот чуть-чуть выкручивать. Чуть-чуть как бы выкручивать и вот вверх как бы поднимать. Вот камера хорошо видит меня, да, как там происходит. То есть вот мы хватаем этот кусок, и вот как бы немножко вот так вот, видишь, пытаемся его немножко вот так вот прокрутить. То есть немножко как будто вот вверх чуть-чуть поднять. И вот так вот вдоль, видишь, мы идем. Опа, оно, конечно же, будет очень болезненно у вас. То есть это не будет, как у меня, безболезненно. Но вот так вот мы туда пытаемся вот это все как бы размять, разорвать чуть-чуть вот эти вот спазмы, эти закрученные мышцы, разорвать. Вот. Разорвать. И вот вдоль, вот так вот мы должны дойти вплоть до вот сюда, до низу. То есть вот аж вот тут вот мы должны схватать. Вот так вот, видишь? Вот это вот все должно быть единой вот такой вот мягкой зоной. Еще есть вот такой тоже для проработки. Вот когда мы так чуть втянули, получается как кантик, вот эта дорожка. То есть мы одной рукой в одну сторону от кантика, другой в другую. Видишь, растягиваем. И то же самое, так вот мягко пытаемся, как вот погруженным металлом, вот это все растянуть. Вот оно, одной рукой в одну сторону как бы катимся, а другой в другую. Вот оно хорошо как идет. Вот тут прям, вот тут у меня что-то даже у самого чуть зажато, чуть тут я чувствую. Потому что вот диафрагма, она имеет свойство немножко напрягаться от текущего стресса. Потому что что-то пережил, что-то какое-то напряжение, какое-то переживание застряло. Поэтому диафрагму периодически там раз в месяц нужно просто разочек прошелся, обнулила она как новая. А область личности и того реже. То есть там вообще типа, это не то, что нужно каждый день делать. Это по желанию, просто вам это захочется делать, потому что вы будете как часть, как зубы чистить. Вы просто периодически будете в свободное время это делать, потому что это кайф. Но здесь нету вот такого, что нужно постоянно делать, постоянные тренировки, постоянные занятия, какие-то откаты. Это вообще не про мой метод. Я слишком ленив, чтобы изобрести что-то другое, кроме того, чтобы работало быстро и эффективно и навсегда. Вот так вот мы растянули. Потом можно вот так вот взять тоже за две части, вот так, да? И как бы немножко, как будто хочешь одна рука в эту сторону разорвать грудную клетку, другая в эту. Ну, только без фанатизма, чтобы не надо, что там переломы были. Вот так вот немножко потянул, да? Вот так вот протянул все. Вот оно хорошо. И твоя задача, в принципе, в области личности дойти так, чтобы палец мог зайти под косточку, видишь, туда. Он должен как бы вот туда. Просто мне неудобно, блин, и на камеру показать вам, и туда. Ну, то есть вот примерно, видите, она должна вот туда уходить под кость, вот под этот вот мечевидный отросток, он называется по-медицинскому. Я называю это ложечка. То есть просто вот под эту ложечку пальцы должны уйти. Но большинство ваших людей, которые будут вот сейчас вот делать, большинство из моих последователей, новичков, у них будет просто даже не видно ту ложку, у них будет настолько плита, что они будут смотреть и думать, а почему у Александра такая анатомия тела, а у меня вообще по-другому, я какой-то как мутант. А на самом деле у Александра была точно такая же все вот история, как у вас, просто оно коверкает, какого человека крючит. Вот эти зажимы, область личности, ты себя потерял, оно тебя вот так вот скомкало, грудь замкнула. Это все, это такие, как бы с человеком происходят такие ужасные трансформации. Вот вы сейчас находитесь в таком состоянии, что мне даже страшно представить. Это ад. Вы понимаете, вы живете в клетке. Вы живете в состоянии, в котором нельзя жить. То есть это в том плане, что нужно отсюда выбираться во что бы то ни стало.
нету более приоритетной вещи, чем вытащить себя из этого. То есть ничего в жизни важнее, ни брюльки, фельтихлюльки, это все, ни машины, ни квартиры, это все вообще ничего не важно, потому что это все для того, чтобы ты жил счастливо. А как ты можешь жить счастливо, если ты эту жизнь пропускаешь через себя, через свое тело и свою психику, а она в таком состоянии? То есть ты хоть в дворце живи, ты будешь в депрессии, в несчастности, в плохом психологическом состоянии, в депрессии и так далее, потому что это подтверждает опыт любых и голливудских актеров, и на любом уровне богатства люди несчастны, потому что это они носят с собой, ты понимаешь? Это. То есть это способно изменить мир, это способно изменить любого тонкокожего человека. Ты будешь реально, вот знаете, как говорится, с любимым и в шалаше комфортно. Вот то же самое и тут будет. Тебе будет, неважно, где ты находишься, тебе будет супер комфортно, супер уверенно, потому что ты в порядке. Но еще и плюс к этому ты автоматически будешь превосходство иметь над другими людьми, поэтому не будет никогда такого, что ты типа вот а мне и так хорошо, я вот тут как полубомж пересижу. Да нет, у тебя другие мысли включаются. Ты просто начинаешь этот мир захватывать, разрывать, экспансия, сексуальность. Люди тебя хотят, они хотят твою энергию, они к тебе тянутся, ты вместе с ними, они тебя как бы, боготворят, как кумира, знаешь. Причем вот, просто каких-то супер высоких, супер высокого уровня людей, к ним прям миллионы тянутся. А просто вот если обычный человек, к нему просто там десятки, сотни тянутся, но тянутся все. Потому что ты выделяешься, ты как светом вот этой вот иннервации, биоэнергии, ты подсвечиваешься, у тебя улыбка, сексуальность, к тебе идут люди, понимаешь? Это такой человек очень сильно по улице отличается. Меня всегда просто люди на улице очень сильно запоминают все всегда с первого раза. Тут по-другому и быть не может, понимаешь? Поэтому, ребята, вот это вот все, что я вам показал, пересмотрите еще раз. Можете со мной вместе делать под мой ритм. И, пожалуйста, слушайте все, что я вам говорю. Не делайте от себятины. Потому что, поверьте мне, что я за 10 лет уже перепробовал все и знаю все. Если я дал вам вот это только лишь потому, что оно работает. Не нужны ваши исправления тут в этом. Потому что тот, кто как раз начинает какую-то от себятину, результата и не получает. А тот, кто слушает меня, следует за мной, обучается так, как я это показываю, тот гарантированно имеет сумасшедший до-после, и его гарантированно жизнь делится на до и после. Так, друзья, вот смотрите, мы сейчас проделали только одну зону инстинкта сексуальности, которая состоит, сейчас я вам продолжу, из многих кусочков. Но вот даже вот этого одного звена, когда вы проделали, вот просто почувствуйте сейчас свое состояние. Почувствуйте, насколько вам как бы вот здесь стало тепло, хорошо, насколько вам в моменте вы как бы заземлились, у вас дышится по-другому, вам внутри комфортнее в разы, у вас настроение лучше, у вас ощущения лучше, вы как будто вот спрыгнули вот с этой вот с этой вот вечной какой-то тревоги, паники, вы хоть в моменте, хоть чуть-чуть передохнули, просто вот отдышались. И это получается всего лишь один элемент от инстинкта сексуальности. То есть к инстинкту сексуальности относятся живот, тазовая вот эта вся область и диафрагма плюс вот область личности. Мы проделали вот этот кусочек, всего лишь инстинкт сексуальности, и существует еще инстинкт власти, существует еще куча типа там челюсти, горловой и так далее, и так далее. То есть если от общей, тотальной, то это буквально 2% от общего вообще твоего состояния тела, от общего твоего потенциала. И вот я прошу тебя просто оценить состояние до, состояние сейчас, и подумать о том, что вот это является всего лишь там 2-3% от твоего потенциала. И вот просто тут математики сверх не нужно. Просто подумай, кто может быть тот человек, который будет полностью освобожден от зажимов. Ты думаешь, вот, допустим, я когда-то... Вот смотри, давай фотки, давай смотреть вместе. Вот смотри, вот этот вот человек родился в Приднестровье. Точнее, родился в России, но всю жизнь свою сознательную прожил в Приднестровье. Этот человек как бы жил вот в этой стандартной хрущевке, стандартной истории, обшарпанный подъезд. То есть я не понимал не то, что я могу жить, как я сейчас могу жить. У меня даже не было этой карты в голове. Я не знал, что так можно, что у людей такое бывает. Я не знал, что бывают такие сервисы, там одежды, такое вообще рестораны. То есть это было как бы вот мой мир и этот мир. И вот мой мир и радость от моего мира, вот мой мирочек вот такой квадратик был, а моя широкая зона мира, которая моя мечта на горизонте, это типа было вот она уже там какая-то двухкомнатная квартира своя, какая-то поддержанная BMW и какое-то вот немножечко вот что-то такое, доход там в 1005 евро в месяц. И я думал, что вот это есть предел вообще совершенства. Я не думал о какой-то душе, о каком-то знании, о том, чтобы оставить что-то, о том, что я тоже величина, что я могу вообще что-то создать. У меня в жизни было так, существуют они, какие-то некоторые люди, которые вот там Илон Маск, там не знаю, какие-то там писатели великие. И я даже не задумывался, что я тоже человек, что
я человек, и они человек. И то есть, типа, а чем я от них отличаюсь? У меня даже таких вопросов не было, потому что я был настолько подавлен, настолько я был зажат, забит, что меня интересовал вопрос, я очень сильно краснею. Почему я очень сильно краснею, когда общаюсь с девушками? То есть вот это маленькое зерно поселило во мне вот эту первую тягу начинать копать, что со мной не то. И в итоге, когда я поиском своим накопал, в чем причина, и как раз открыл область личности, я примерно, ну типа коряво, но сделал то же самое, что я вот сейчас от вас научил. И у меня это прошло на процентов 60 сразу же. И я такой счастливый, думаю, о, все, проблема решена. То есть у меня не включилось дальше мозг, типа, Александр, а может быть, если так, может быть, можно, типа, сильно больше, сильно лучше. То есть нет, вот этот вот мирок закрытого, зашоренного пони, вот это вот неуважение к себе, вот этот вот потолочек ниже, чем хрущевка, вот это вот все отношение к себе, как к рабу, вот я не хочу, чтобы вы это повторили. То есть я ни в коем случае не хочу, чтобы вы такие сейчас посмотрели это все и такие, ой, спасибо, Александр, спасибо, дорогой, мне стало лучше. Все, и я пошел жить. Ну, не так это делается. То есть в том плане, когда у тебя есть в руках уже волшебная, можно сказать, палочка, то есть волшебная инструкция, да даже какая волшебная, это просто инструкция от того, как быть по-другому, как жить по-другому, без вот этой психологии, без этих медитаций, поисков, без этого всего-всего-всего. Просто сделал и изменился мгновенно. Вот как сейчас мы сделали, состояние изменилось. Сделали бы живот, правильно, техника берсерка. То есть у тебя бы сразу было состояние, как будто ты такой просто зверь, монстр. То есть какое там стеснение, ты бы в социум вышел, разорвал, подошел бы к любому, к начальнику, кому угодно. Это в каждая зона срабатывает вот так вот. Весь мой метод другого взгляда на человека работает именно таким образом. То есть ты здесь сделал, здесь же получил сумасшедший результат. И вот будь я не такой как бы благочестивый, будь я немножко меркантильный или еще какой-то, я бы каждую вот зону, каждый этаж, каждый зажим бы продавал отдельно просто. Это бы пользовалось бы диким спросом, потому что, например, знаешь, что люди для того, чтобы открыть вот эту горловую чакру, чтобы открыть вот этот горловой голос, они занимаются распевками по полгода, они занимаются там мантрами, чем угодно, и это не дает такой результат, который у меня происходит за 2 минуты. И так касается всего. То есть ты можешь к психологу ходить, как я тебе говорил, полгода, а можешь просто снять на животе зажимы, и у тебя придет результат сильно быстрее, сильно лучше. И это касается всего процесса, каждой зоны, каждого этажа. А вот, например, что ты не знаешь еще, и что я тебе сейчас расскажу интересное, что вот тот же живот, допустим, да, который, он отвечает за стеснительность, он отвечает за вот это вот, я бы сказал бы, дерзость в жизни, отвечает за то, что ты вот можешь посметь, можешь подойти к начальнику и сказать, слушай, я работаю, впахиваю, давай-ка ты мне зарплату поднимешь. То есть вот такое вот в хорошем смысле уважение к себе, хозяин, да. А вот эта зона параллельно с этим связана еще с лицом, один к одному. Вот смотри, есть нос, а есть пупок. И вот представь, мы расчерчиваем вот так вот на четверенку, и пупок расчерчиваем на 4 части. И получается вот, представь, что нос это пупок. Соответственно, вот эти вот области будут то же самое, что на животе. Вот они, 1, 2, 3, 4. И как только ты прорабатываешь на животе вот эти области, то твои морщины и твое лицо, оно подтягивается, меняет форму, точно так же, вот как живот меняет свою форму, и тут же меняет лицо свою форму. А что мы это уже получаем? Это называется уже косметология, эстетика, красота. Понимаешь? То есть нету такого понятия, как отдельно психология, отдельно здоровье и отдельно психика. В моей концепции, в моих знаниях, это все является единым целым, переплетенным. И я лишь просто тебе вот так вот веду за собой и показываю, где эти дорожки переплетаются, как это можно сознательно усилить, какой тут будет бонус. К тебе приходит человек, допустим, если ты этим занимаешься. Все, ты можешь уже, получается, дать ему один результат, а бонусом другой, 3, 4, 5. И ты думаешь, после этого у тебя могут быть какие-то конкуренты. Какие конкуренты? Человек к тебе пришел с одной задачей, а получил 5 бонусов. И получил это все в 10 раз выше, чем любой человек, который может вообще типа называться твоим конкурентом, да? То есть все, это другой мир. Что может быть важнее, чем быть хозяином своей жизни, мастером себя же? То есть ты сейчас вынужден зависеть от людей, зависеть от психолога, зависеть от докторов. А если бы у тебя было бы в руках то, что вот что-то случилось, а ты сам исправил?
Ну это же как бы, прикинь, это как человек, который ездит на своей машине, ему не нужна автомастерская, он просто спокойно это бац-бац-бац. А уж машина это фигня по сравнению со своим телом. И стать мастером своего тела, своей психики, своего всего, это как стать гениальным скрипачом в музыке, допустим. Ты на другом уровне, ты как бы первая скрипка оркестра, все смотрят на тебя, все хлопают. Вот то же самое тут, все будут смотреть на тебя и гордиться тобой. Все будут просто смотреть, спрашивать, а как ты так выглядишь? А что ты тут делаешь? А как ты вот это? Прихожу на любую йогу, первое же занятие, становлюсь, баланс, держу лучше тренера. Как такое возможно? Я вообще спортом не занимаюсь. А потому что когда твое тело является вот единым инструментом без зажимов, то ты можешь сильно больше, чем обычный человек. Ты как бы сверхчеловек. И тоже касается всего. Они ходят на курсы ораторского мастерства, они ходят там на курсы актерского мастерства. А я просто такой, потому что я горю, потому что я свободный, потому что во мне творец, потому что во мне эта энергия. И в тебе есть то же самое, только не через призму мою, типа подражать мне, а через призму ту, которую ты даже не знаешь. То есть через тот огонь и то воплощение, ну вот каких-то энергий Творца в твоей личности, души, которую там замуровали настолько, что ты даже не знаешь сам про себя, что ты такой. Ты думаешь, что как я вот был человечком маленьким и думал, что мое дело жить в Приднестровье в двухкомнатной квартире с подержанным автомобилем. И вот то же самое, твой взгляд на жизнь, на мир сейчас вот такой. И все твои проблемки, которые тебе кажутся существенными, на самом деле это просто вокруг этого мирка все маленького. А ты можешь другой вообще этаж взлететь. Кто-то из вас книгу должен писать. Кто-то из вас должен, не знаю, там женщин спасать, вообще тут другие какие-то знания открывать, другую философию женскую. Кто-то из вас может открыть новое направление в искусстве, понимаешь, какое-нибудь в художестве. Неужели вы думаете, что вот все, мир остановился, вот были Ван Гоги, были все, и теперь что, конец, финиш? Да нет, просто люди не понимают, что в них потенциал супер божественный. Но они не понимают и также и второго момента, что их божественный потенциал вошел в спор и в битву с социумом, потому что социум хочет подавить, социум хочет одинаковых, социум хочет слабых. И вот это вот давление на тонкокожем человеке выразилось в зажимах. А эти зажимы теперь на данный момент времени, они тебе не дают даже, не то что себя вести так, они не дают тебе даже понять, кто ты и как должно быть. И ты просто запутался, поэтому ты бесконечно ходишь на всякие поиски, ретриты, медитации, все-все, потому что ты не понимаешь, что с тобой. Ты просто чувствуешь одно, тебе плохо, тебе нехорошо. Это как будто не твоя жизнь, это как будто не твое тело. Вот это с тобой происходит, ты это понимаешь на таком уровне. А, допустим, я со стороны это вижу не просто на таком уровне, а и почему, и где, и в какой зоне, и почему именно у тебя так. Просто даже тебе, ну, может быть, даже и жизни не хватит, чтобы этого постичь, потому что, ну, понимаешь, мне это дано, это мой дар. Это мой дар, как Месси играть в футбол. Поэтому мне это, вот все, твой дар в другом заключается. Ты не должен заниматься самостоятельно тем, что не является твоим даром. То есть мир выстроен таким образом, что вот мне дали это, я в этом гений, я этим делюсь. Ты должен это у меня брать, а не тратить, искать это самому десятками лет и не найдя даже ответы. Брать, открывать себя и открывать дальше что-то свое и другим людям в этом. То есть, понимаете, люди неправильно делают. Они пытаются как-то все сделать как будто самостоятельно, а в итоге не делают ничего. Потому что ты не можешь быть и жнец, и на трубе и грец. Ты не можешь быть, ты должен быть великим и гениальным в чем-то одном. В том, что зачем тебя прислал сюда Творец. А я тебе в помощь дам именно для того, чтобы раскопать себя. Потому что это мое призвание. Это брать вот этих вот перспективно гениальных людей тонкокожих, которых засыпало вот этим пеплом, мусором, грязью социальной. Отмыть их как идеальные статуи. И дальше они идут уже в новый мир, сверкают, радуют себя, жизнь, близких, всеми гордятся. И потом о таких людях у меня есть истории успеха. Таких историй успеха я имею в виду радикальных. То есть радикальных это значит, что когда люди, ну типа вот как я, поднялись прям из низов до такого уровня, что уже туда в миллионы, где уже туда полностью, где люди вот просто вот так вот делают мне и говорят: Александр, спасибо, ты вот как бы то самое звено, без которого жизнь бы не была такая. То есть это как крестный отец для них, знаешь, в таком смысле. То есть уже таких просто не единичный случай, а множество. А сколько у меня случаев таких, что люди просто были вот такого уровня, а стали вот такого уровня. Таких у меня уже сотни. Просто когда люди выходят в разы, там, в 10 раз больше доходы, люди выходят без болезней, то есть каких-то, которые у них были, там, без панических атак, без тревожностей. Но не потому, что это медицина, еще раз повторяю, не потому, что мы там что-то лечим,
а потому что все переплетено. Снимаешь психологические блоки, отпускает психосоматика, физика и так далее. Убираешь кокон, чинишь на ногах, например, отпускает боль в спине. То есть я вот про такие вещи говорю, про такие сцепления звеньев, понимаешь? То есть это все о великом, это все большие знания. Вот единственное еще, друзья, что хотел бы добавить, что вот в жизни, знаете, я в жизни, когда со своими там близкими, я очень такой веселый, радостный. Я ни в коем случае не такой, типа, вот, даже ты такой вот прям требовательный в хорошем смысле. Потому что требую я же не из-за того, что какой-то нормалей там какой-то или злой человек, а потому что у меня душа горит, понимаешь? Вот у меня горит душа за знания, как ты видишь, то есть я прям аж киплю. И у меня горит душа за каждого человека. Вот, потому что, ну, понимаешь, если ты одно дело делаешь как бы ради денег или ради как твоя профессия, это одно, это фигня, я в такое вообще не верю. А другое, когда человек рожден ради этого, представляешь? То есть это его жизнь, то есть это моя жизнь 24/7. У меня нет понятия выходной, у меня нет понятия вообще как бы и работы тоже. У меня понятие жизнь, которая просто сплетена. Вот от начала до конца. От утра я просыпаюсь какой-то мыслью, потом что-то записываю, что-то пишу, какую-то книгу, даю помощь людям, то есть, которые обучаются и так далее, и так далее. То есть я вокруг этого знания. То есть вот эта вот экспертиза, это даже экспертизой назвать нельзя, это жизнь. И понимаешь, насколько человек может далеко продвинуться, когда он работает не просто там даже 8/5, а вот на протяжении последних 10 лет 24/7. И вот у меня просто дикое желание рассказать все. Со своими друзьями я легкий, добрый. А вот в работе я очень такой профессиональный, очень требовательный, и, соответственно, я не могу тяп-ляп. Я либо делаю, то есть вот от начала до конца мы делаем все красиво, все по полочкам, до результата и так далее, и так далее. Либо я вообще это не делаю. Поэтому здесь не будет такого, вот тут по вершкам, тут по вершкам, тут по вершкам. То есть видите, как основательно. Если тебе вот вообще как бы интересно, и ты такой типа, блин, что-то вот чувствуешь какой-то отклик, что-то свежее, что-то интересное, то у меня есть бесплатный курс, ты можешь просто перейти, вот сейчас ссылку поставлю, в телеграм-канал, там вот изменить жизнь. Нажимаешь на кнопку и попадаешь в бесплатный мини-курс из 3 занятий часовых. И ты просто смотришь, там все подробно, как будто бы он платный. То есть он сделан в таком качестве и в такой, как бы, ничего я не прячу, ничего такого там нет. Там все вот тебе показано. Вот просто бери сначала, это работает так, объяснил. Второе занятие, прям на практике ты берешь своими же руками и повторяешь за мной, что нужно в теле убрать. Прям убираешь эти зажимы в теле. И все, и у тебя мгновенно меняется уже в голове там мысль, ощущение, и ты уже, исходя из этого, ты уже делаешь выводы, твое это или не твое. То есть тебе не нужно там в кот в мешке, тебе не нужно мне верить, ты можешь все это просто проверить и офигеть.